Представители знака зодиака Скорпион. Скорпионы, мои дорогие, здравствуйте. Неожиданности и сюрпризы мая. Перемены на пороге. Вот так будет называться наше сегодняшнее видео. У нас две колоды. И первая – это старинный цыганский пасьянс. Многие из вас, кто смотрит меня давно, уже видели эту колоду. Когда-то я ее использовала в своих раскладах. Потом завершила это мероприятие. И некоторые писали: верните пасьянс. Вот давайте на этом видео неожиданности и сюрпризы мая возобновим. И колода-то как раз событийный ряд нам показывает. И на колоде Таро мы дополним те вопросы, которые нам не раскроют карты пасьянса. Период мая, он совершенно в других энергиях. И мы это прочувствуем то и где-то можем поворотность момента, убыстрение каких-то событий с первых дней можем прочувствовать. И обусловлено это Марсом в Овне, который благоприятствует более решительным действиям. А также, мои дорогие скорпионы, Меркурий до 15 числа тоже в знаке Овен. И в целом больше ясности, понимания. Та путаница или какие-то задержки, которые сложились за период апреля, весь апрель почти у нас в Меркурий был ретроградный. Мы знаем, это как пауза, какие-то фейки, какая-то неразбериха и вообще не весь что. Так вот здесь больше уже какого-то порядка или какой-то из вопросов очень важных для вас абсолютно точно проясняется. Венера в Тельце, еще один бонус шикарный. И Венера в Тельце чувствует, это один из знаков, где она чувствует себя наиболее комфортно. И более благополучно для всех нас будут решаться вопросы, как по части денег или финансового состояния, благополучия вашего, личная жизнь, вопросы любви, встреч, все то, что для нас открывает новые возможности. По сути дела, Венера в Тельце – это наша жизнь, это то, что мы имеем на нашем земном уровне, и причем со знаком плюс. Но, пожалуй, главная конфигурация уже произошла в конце апреля, 21 числа. Это тоже в знаке Телец. Встретились две планеты Уран и Юпитер. И совершенно новая концепция. Это не есть 21 апреля один какой-то день. Нет, это новая точка отсчета, которая уже произошла в апреле. И для нас это продолжается как смена парадигмы уже на май месяц и будет еще продолжено с какими-то переменами на последующий период, июнь, июль и так до конца 2024 года. Это своеобразный трамплин в будущее, в наше благополучие. И для каждого из нас будет этот поворотный момент важен тем, что он потребует гибкости и адаптации. Ну, давайте мы посмотрим все же, что нам говорят карты. И первое – цыганский пасьянс. Как для вас, мои дорогие скорпионы, какие неожиданности и сюрпризы вас ожидают? В каких сферах жизни? Может быть, хотя тут не совсем про сферы, а именно событийный ряд. Что же нам подскажет пасьянс для скорпионов? Итак, смотрим значение. И вы смотрите тоже, потому что я могу ненароком что-то не увидеть. Вот сразу. Часы, перемены. Хотите, не хотите, какие-то перемены происходят. Часто, когда выпадают часы, это то, что вокруг нас, обстановка вокруг вас будет меняться. Или это может свидетельствовать, что в жизни ваших близких людей происходят перемены, и они тоже каким-то образом будут влиять на вас. Но это счастливая карта, когда какие-то возможности, и вы можете сомневаться, у вас выпадают весы. С другой стороны, весы – это есть весы всегда баланс. Поэтому переведите сомнения какие-то свои или оставьте их, будьте мудры и баланс, гармонию в душе сохранять и поддерживать. Задача номер один может быть как раз на пороге каких-то перемен. Давайте посмотрим дальше. Чего же эти перемены для вас, мои дорогие скорпионы, могут касаться? Перемены в личной жизни. И все то, что по Тельцу. Вы можете встретить важного человека в вашей жизни. Может состояться новое знакомство или
прежние отношения, которые были как дружба, или вы просто познакомились недавно, здесь могут тоже получить новые возможности продолжения. Или вы вместе будете думать о совместном уже благополучии. Прекрасно, идем дальше. Любовь, мои дорогие, вот правда любовь. Будь то вы в паре, будь то вы в сольном варианте на данный период времени, но май для вас готовит эти перемены в личной жизни, в любовь сама по себе на пороге. Какие перемены, мы спросили. На пороге, так вот, не упустите какие-то благоприятные возможности для того, чтобы быть счастливым или счастливой. А сомнения какие-то могут помешать, это точно, потому что есть то, о чем вы можете переживать, или прежняя какая-то история дает о себе знать, кто знает, или человек о себе напоминает, или есть еще какие-то вопросы, которые нужно согласовать, закрыть. У кого-то прежний союз еще не завершился де юре, а на пороге новые отношения. Но все равно идти как будто в новые. Переменные вы не можете отменить. И личное счастье, вот там, где вам хорошо, мои дорогие скорпионы. Те люди, с которыми вы себя чувствуете наиболее комфортно. Там, где вашей душе приятно отдыхать, там, где не нужно лишних слов, там, где вас понимают и принимают такими, как вы есть. Вот такие перемены в свою жизнь нужно впустить обязательно. А если вы один или одна, ну точно, какой-то сольный вариант нужно продумать, чтобы завершать. Радость, посмотрите. Какие-то отношения, которые для вас с радостью. Хотя, видите, двоякое значение. Череп – это наше переживание. Это не есть какие-то помехи или кто-то тут нам палки в колеса. Нет. Это мы сами себе думали и такого надумали. А реальность-то она другая. Радость. Нам предлагают радоваться. То есть объективно радостные события в вашей жизни. Идем дальше. Смотрю то, что у вас могло совпасть, мои дорогие скорпионы. Вот интересно, практически все карты, вот то, что те значения, которые нам выпали, они больше, я так их вижу, по части личной жизни у вас что-то меняется. Это может, конечно, означать перемены в вашем доме, какие-то, ну, может быть, известия отчасти от ваших родственников. Или вы просто улучшаете свои жилищные условия, тоже что-то меняете, потому что так сложился удачный момент. Кто-то задумает переезд, ведь эти перемены, то, что выпало как часы, они могут означать, ну, пожалуй, любую составляющую нашего благополучия. Помните, что это к любви, к счастью, к радости. И чего-то не упустить, не создать для себя какой-то глубокий анализ на мелком месте. Вот есть такая задача. Я не вижу других совпадений. Если вы видите, напишите, пожалуйста. Не вижу, правда. Мешаю карты Таро. И еще раз проверяю. Давайте наш следующий вопрос, который Таро мы зададим. Что вам придется адаптировать? Или как раз организовывать? Что для вас значит эти перемены? Или в какой сфере? Что обустроить? Ну или как-то к себе подстроить, адаптировать, организовать придется. Сильная карта позиции семерка пентаклей, когда у нас все хорошо. И когда мы должны сохранить наше благополучие, сохранить деньги, сохранить отношения. Когда неспешный, спокойный период, но тем не менее перемены происходят. Какая-то турбулентность за период мая, она у вас постепенно нивелируется. Больше уверенности приходит в ваших решениях. Хотя может что-то и быть на паузе. Но, значит, эта пауза совершенно необходима, как очень короткий промежуток времени для того, чтобы вы выстроили новую концепцию. Новую концепцию в взаимоотношениях, новую концепцию по заработкам или построили для себя
Ну, тоже как тезис-план, я буду строить свою карьеру, я хочу получить новую должность. Всегда есть прогресс по рыцарю Пентаклей. Да, это не происходит быстро, но это то, что дорого, надежно, то, что на долгий период времени, лет на 10, на 20, как по Плутону Водолее, то, что и означает денежный доход, тоже в какой-то прогрессии, виды заработка, или это может означать еще и отношения, но все же две пентаклевые карты говорят не о какой-то идее экзальтированной, которая где-то высоко в энергиях витает. Нет, здесь конкретика земной жизни. Что же вам еще придется адаптировать? Может быть, решать вопросы, связанные с детьми. Держать нейтралитет. Не все с вами будут соглашаться. По семерке жезлов часто проходит, знаете, когда людям от нас что-то нужно. Или они хотят от нас получить какой-то эквивалент желаемого. И семерка жезлов часто говорит: не реагируй эмоционально. Правильно оцени обстановку, тебе нужно этим заниматься. Или это нужно кому-то. А рядом у нас рыцарь Пентаклей, и я сказала марафонский забег. Или мы занимаемся тем по этой карте, что для нас может осуществимо быть в плане прогресса, или то, что применимо с надежностью, уверенностью или имеет смысл на долгий период времени. Не тратить время на пустые разговоры или где-то ненужную помощь кому-либо. Вот отчасти это как по Хирону в Овне, который там пробудет еще до апреля 27 года. И будет на всех нас влиять таким образом, чтобы мы изменили самих себя. А Хирон – это всегда символ израненного целителя. Это то, что мы делаем из лучших побуждений, но не всегда продолжение такое же, как мы предполагаем, следует. И поэтому карта говорит: все же пересмотри концепцию помощи. Не откликайся быстро. У тебя вот твое что-то, для тебя то, что важно, оно должно быть продолжено и как-то преувеличено, приумножено или с новыми возможностями или вашим видением, тоже вот на какой-то длительный период планируемо. Все-таки планы наши тоже идут в соответствии с тем, какое качество жизни вы хотите получить. Достаточно мелкие карты. Когда у нас спокойное течение жизни относительно, даже если много какой-то многозадачности, задача ваша уйти от нее, потому что на повестке месяца вы сами, ваша жизнь и ваше благополучие. Что же в целом тогда вам адаптировать, организовывать актуально? Личная жизнь так точно. Или ваше личное творчество. Есть очень важная женщина или мужчин в вашей жизни. И значит, личное счастье отнюдь не на последнем месте. Для кого-то это может быть встреча с таким человеком, или вы переводите отношения на новый уровень. Карта власти, но власти доброй, когда мы со всеми умеем договориться, когда идет рост вашего дохода, тоже со знаком плюс, и где-то по нарастающей. Для кого-то это получение, правда, новой должности, или вы поставите перед собой задачу: я не хочу быть на вторых ролях, я точно решил или решила, я буду делать карьеру. Сама по себе карта императрицы говорит еще и о том, что для кого-то, мои дорогие девочки, это может быть известие как о беременности, я жду ребенка. И тогда точно вы будете что-то организовывать, реорганизовывать, как и у себя дома, так и адаптировать на длительный период времени себя саму. И уже как с новыми. И уже с новыми реалиями тоже отстраивать свое благополучие. Всячески благоприятная карта для тех, кто занимается творчеством. Самореализация, безусловно. Но какова бы ни была ваша задача, или каковы бы ни были ваши намерения, устремления, быть дипломатом, мои дорогие скорпионы, для вас важно. Если настаивать на чем-то, то не делать это жестко. Все же помните, императрица, она со всеми умеет договориться и в конечном итоге получить желаемое. Вот такие добрые энергии. Это все то, что происходит в Тельце, по сути. Это где-то олицетворение Венеры. Здорово. Давайте мы зададим другой вопрос. Если мы спрашивали
Перемены на пороге. Что для вас будут эти самые перемены, события будущего? Что будет продолжено на последующий период? Чему вам придется уделять внимание? Вот какая-то идея, отношения. Вы в чем-то определяетесь, и это будет иметь значение на длительный период времени. Это будет как раз либо продолжение по части вашей деятельности, или, как я сказала, вы делаете карьеру, или это важное решение по части личной жизни в отношении конкретного человека. Может быть, это известие, которое вносит в вашу жизнь перемены. Что еще? Это вы сами, отчасти по королю кубков. Опять же, личная жизнь. Для вас вообще обустройство быта, обустройство благополучия, обустройство вашего дома, вашей любовной истории, когда вы должны быть просто счастливы, мои дорогие скорпионы. Не без чувств, не без возможностей проходит для вас май месяц, и вы можете реализовать то, что вы захотите. Но быть при этом мудрым, ведь король кубков, он умеет правильно оценить ситуацию. И там, где нужно проявить любовь, нежность, ласку, чувства, это все, что касается наших близких, любимых людей. Но есть еще и другое значение по этой карте. Это решение материальных вопросов. И там вот как раз всего, что касается денег или прибыли, король кубков, он достаточно прагматичен. Он умеет быть жестким и не примешивать туда эмоции, которые создают хаос и которые там совершенно не нужны. Вам придется, в принципе, адаптировать как и свою личную жизнь по части эмоций приятных, счастья, так и обустроить концепцию своего благополучия в целом или решить какие-то материальные вопросы. И первое, и второе будет иметь значение до конца 2024 года. Давайте мы еще перемены на пороге. И что-то нужно отпустить. Вот очень добрая карта старшего аркана, и она нам говорит, что прежняя какая-то история или этап ваш жизненный уже заканчивается. Закончился, по сути дела. Или, может быть, это происходит конец мая, начало июня. Это как новая страница жизни. Карта возрождения, карта избавления от боли, избавления от страданий. Если мы говорим про личную жизнь дважды, для тех, кто один или одна, ну, не должны вы быть в одном каком-то сольном варианте. Значит, рассмотреть возможность познакомиться или допустить хотя бы, выйти навстречу своей судьбе. Отпускайте прошлое, об этом нам говорит карта, потому что для мест должно быть место для чего-то нового. А если мы пытаемся удержать то, что для нас уже малозначимо или не приносит нам радости и вдохновения, значит окончательно отпустить, словно освободиться от какой-то прежней доктрины, которая, возможно, прежде имела значение, но теперь на будущее. Сама карта нас перемещает уже в будущее и предлагает увидеть новые возможности. И дальше перемены продолжатся, но что-то очень доброе, светлое приходит в вашу жизнь. А ваша задача не устроить себе глубокую философию на мелком месте, не сомневаться как в себе и, наверное, в каком-то человеке, который вас любит, или вы можете встретить такового. Перекладывайте на себя, мои дорогие скорпионы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.